Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня я представляю мастер-класс по вязанию такой детской кофточки, которая связана на размер 12-18 месяцев из пряжи молочный китайский хлопок. Я ее покупаю на Алиэкспресс, она мне очень нравится, потому что для детей она очень подходит. Гипоаллергенная, состав как бы так они и пишут, молочный хлопок. Она очень мягкая. Здесь она секционного такого окрашивания. Вы знаете, цвет очень приятный. Вот он на камеру передается сейчас. Что касается метража, 105 метров в 50 граммах. Плотность вязания у меня в 1 сантиметре 2,5 петли. То есть, если вы будете вязать вот такую кофточку на возраст 12-18 месяцев, то можно взять такую пряжу, можно взять приблизительно такого метража, то есть если в 100 граммах будет 200 метров, тоже она подойдет, 220 метров в 100 граммах тоже она подойдет. То есть такой пряжи в принципе много. Теперь, что касается расхода. У меня получилось вся эта кофточка 190 грамм. Спицами я вязала номер 3,5 основное полотно. Что касается ворота, низа изделия и манжеты, спицы номер 3. Теперь давайте по размерам. Как я уже сказала, на размер 12-18 месяцев. И обхват груди у меня получается вот ширина 28 сантиметров. Что касается длины всей, 33 сантиметра. Кофточка связана регланом сверху вниз, без единого шва. И смотрите, длина реглана у меня 13,5 сантиметров. Теперь по ширине рукава. Возле проймы 11,5 сантиметра. Если взять всю ширину, всю длину рукава, вот от воротничка вот этого, скажем, и до манжета 32 сантиметра. И от проймы длина рукава 20 сантиметров. И здесь еще длина от проймы до низа 20 сантиметров. Что касается этой кофточки, это, конечно, она подойдет такого секционного светлого окрашивания, конечно, для девочки. Но если вы возьмете пряжу, скажем, более темную, другого цвета или голубого, то, конечно, синего, то, конечно, можно вязать и на мальчика. 6 пуговичек у нас здесь есть. То есть, если посмотреть на особенность и конструкцию этого изделия, то оно вяжется, как я уже сказала, сверху вниз. Набирала я петли вот здесь вот эластичным способом. У меня на канале есть отдельное видео. И смотрите, вот этот способ набора петель мне очень нравится. Мне нравится фабричный набор петель и вот именно такой эластичный, который очень хорошо тянется. Вот если посмотреть по краю, это у нас изнанка. А здесь вот даже с такими зубчиками получается этот набор петель. Были набраны петли, 66 петель я здесь набирала. Затем делила петли на рукава, на полочки, на спинку. И вязала дальше регланом вниз. Так, здесь у меня реглан связан очень просто. С помощью накидов. Я оставляла одну петельку для реглана. И получается с двух сторон просто шли накиды. Вот таким образом получается этот реглан. Так. И затем шла дальше уже вниз вязала. И отдельно уже рукава потом вывязывала. Что касается исполнения этого изделия, этой кофточки, то вяжется она совсем легко. То есть, если кто-то пожелает связать даже другого размера, это в принципе несложно. Есть таблицы, которые
подсказывают размеры изделия полностью. По этим таблицам тоже можно все это вязать. Вот. Сейчас переходим к нашему вязанию. Я вам подробно все расскажу, покажу. Поэтому, если кто-то желает вязать вот такую кофточку, примерно такого же метража, на возраст 12-18 месяцев, то буду очень рада. Я старалась, чтобы вам было более понятно, поэтому, если даже останутся какие-то вопросы, пишите в комментариях, я на все отвечу. Приятного всем просмотра. И начинаем приступать. В первую очередь нам понадобятся спицы. Я беру троечку. 80 сантиметров у нас леска. И сама пряжа. Пряжа — это у нас китайский молочный хлопок. 50 грамм моточки, 105 метров. Она такая вот секционная, очень такая красивая, яркая. И из этой пряжи я уже вязала носочки. Я хочу вот просто показать вот эти вот носочки. У меня детские на канале есть отдельный мастер-класс. Это на возраст 6-12 месяцев. Если кого-то заинтересует, можете посмотреть там полный попетельный подробный мастер-класс вот на такие носочки. И также есть отдельное видео по описанию вот этих вот 3 носочков. Все они связаны на один и тот же возраст, но по-разному. Вот таким образом пяточка по-разному у нас связана, паголинок также. И вот этот вот заканчиваем мысок. Здесь у нас ленточный, здесь у нас пропеллер, а здесь у нас звездочка. То есть отдельное видео также по описанию детских носочков есть у нас. Если кого-то заинтересует, можете полностью перейти. Там все подробно я описываю. Ну и в завершение вот об этой пряже. Она мне очень нравится такая вот. Даже я связала носочки на размер 39-40. И из этой пряжи вот такие носочки. Тоже на канале у меня есть отдельный мастер-класс. Полностью попетельный. Вот, поэтому, если кого-то заинтересует, переходите по ссылочкам. Все найдете там. Вот, из этой пряжи сейчас мы будем вязать вот эту вот детскую кофточку. И набираем с самого начала 66 петель. На спице номер 3, 80 сантиметров. Я набираю эластичным способом. У меня на канале есть отдельный мастер-класс по этому способу. Ну, в принципе, я сейчас вам покажу быстренько, как это я делаю. Берем ниточку в работу. И затем на одну спицу набираем вот таким образом. Вот это у нас будет первая двойная петля. А затем следующим образом. Сначала с указательного пальчика берем ниточку, а затем вот эту с большого пальца и снимаем. И далее повторяем. С указательного пальца дальнюю ниточку, с большого пальца ближнюю ниточку. Еще раз. С указательного дальняя ниточка, с большого ближняя ниточка. И вот таким образом набираем 66 петель. И сейчас вяжем резиночку 1 на 1. Первая у нас кромочная, мы ее будем снимать. Затем идет лицевая. 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот таким образом повторяем до конца ряда. Первую немножко петельку нужно подтянуть. 1 лицевая, 1 изнаночная. И вяжем сейчас резиночку 1 на 1. Вот предпоследняя у нас будет изнаночная. И последняя тоже изнаночная. Дальше разворачиваем вязание. Опять кромочную снимаем. Вот это у нас будет первая петля лицевая. Дальше изнаночная. И идем провязываем дальше резиночку 1 на 1. Теперь у меня идет 7-й ряд. И в 7-м ряду я уже повесила маркеры. Отделила 6 петель для планки в начале ряда.
и 6 петель в конце ряда. И в этом 7-м ряду, он у нас лицевой, мы сделаем отверстие для пуговицы. Первое отверстие для пуговицы. Так, провязываем первую петлю изнаночной. Дальше 2 петли мы берем за передние стеночки, провязываем вместе. И делаем 2 воздушные петли. Вот таким образом. Одна и затем вторая. После этого 2 следующие петли мы с вами провяжем за задние стеночки. Вот таким образом. И осталась у нас одна кромочная. Мы ее провязываем изнаночной. Дальше разворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем еще один ряд резиночкой 1 на 1. Первая кромочная у нас вот это вот, мы ее сняли. Следующая у нас петля лицевая, мы ее провязываем лицевой. Дальше изнаночная. Затем у нас идет лицевая, опять изнаночная и лицевая. Вот у нас 6 петель для планки вместе с отверстием. И дальше вяжем резиночку 1 на 1 до конца этого ряда. Сейчас будем делить петли следующим образом. Смотрите, всего у нас 66 петель. На планке мы оставили по 6 петель. Вот они у нас. Вот у нас уже есть 6 петель. Регланные линии у нас будут по 1 петле. На спинку 18 петель, на рукава по 10. И полочки, 2 передние полочки по 6 петель. Вяжем следующим образом. Сразу обращаю ваше внимание на то, что вот эту вот планку я буду вязать всегда лицевыми петлями, независимо от того, будет это лицевой ряд, как в данном случае, или это будет изнаночный ряд. То есть эти 6 петель, первые и последние, всегда будут провязываться лицевыми петлями. Это получится у нас платочная вязка. Что касается этого ряда, мы сейчас свяжем его изнаночным, но вот от этого маркера и вот до этого. То есть один ряд изнаночный, чтобы он, скажем так, отделял вот наш этот воротничок от остального полотна. Первые петли вяжем лицевыми петлями. Первые 6 петель это планка. Дальше у нас идет вот эта вот группа петель 6, это у нас полочка. Мы сейчас вяжем этот ряд, как я сказала, изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вешаем маркер. Опять у нас одна петля идет. Это у нас регланная линия. Опять вешаем маркер. Дальше 10 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Маркер. Одна регланная линия, маркер. И опять изнаночная. 18 петель спинка. 1, 2, 3, 4, 18. Вешаем маркер. Одна петля для регланной линии. Опять вешаем маркер. И дальше у нас идет вот эти 10 петель для рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вешаем маркер. Одна петля для реглана. Опять маркер. И остались у нас последние вот эти вот 6 петель
для полочки. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот у нас остались петли планки, вот эти вот, и мы их провязываем лицевыми петлями все. Кроме последней, она у нас кромочная, изнаночная. Вот таким образом мы распределили петли. У нас эти вот маркеры нам показывают, где у нас будет спинка, где у нас будет рукава и полочки. Так, развернули мы вязание. Это у нас изнаночная сторона. И сейчас этот ряд мы провяжем с вами изнаночными петлями. Первые петли планки мы провязываем лицевыми. Переснимаем маркер. И дальше полностью вот до последнего маркера, где у нас петли, мы провязываем все петли изнаночными, а планку провязываем лицевыми. Регланную линию, то есть вот эти вот одна петля для реглана, тоже мы провязываем изнаночными петлями. Так до конца ряда, кроме петель планки, которые провязываем лицевыми. Вот так выглядит у нас на данном этапе этот воротничок. То есть мы специально сделали вот этот вот изнаночный ряд, чтобы он отделял и чтобы было красиво дальше наше вязание. Начиная с этого ряда мы будем делать уже прибавки. Прибавки будут по линии реглана перед этими петлями. Вот смотрите, вот у нас одна петля, мы будем делать прибавочку здесь, провяжем одну регланную линию, петлю, а затем вторую прибавочку, провяжем дальше рукав, опять у нас идет регланная линия, одна петля, прибавочку делаем до нее и после. И так делаем перед и после каждой регланной линии. То есть в одном ряду у нас будет уже 8 прибавок, но прибавлять мы будем с вами через ряд. Так, вяжем первый ряд с прибавками. Петли планки у нас лицевые. Дальше у нас идет полочка, мы ее провязываем лицевыми. Это у нас лицевой ряд, мы будем вязать лицевыми петлями, кроме планки. В изнаночных рядах будем вязать изнаночными петлями. Планки в изнаночных рядах, как я уже сказала, провязываем лицевыми. Провязываем петли планки, 6 петель. Вот у нас регланная линия. И мы сейчас будем делать прибавку. Вот таким образом. Накид. Идет у нас регланная петля. Опять накид. И дальше идут у нас петли рукава. Их у нас 10. Лицевыми петлями провязываем. Доходим до регланной линии. Опять накид, регланная петля, накид и петли спинки. Всего 18 петель спинки. Восемнадцатая петля спинки, накид, петля реглана, накид и 10 петель рукава. Опять у нас вот петля реглана, накид,
после реглана накид и 6 петель полочки. Два, 4. Вот это у нас накид 2, 4, 5. Это 6-я петля. Идет у нас планка, мы ее провязываем лицевыми петлями, кроме последней. Последняя у нас кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание. На изнаночной стороне вяжем следующим образом. Планку провязываем лицевыми петлями. Дальше идет полочка 6 петель изнаночных. Это у нас изнаночная сторона. Накиды мы будем тоже провязывать изнаночными. Петля регланная линия тоже изнаночная. Опять у нас идет накид, мы ее провязываем изнаночными. И дальше точно таким же самым образом все петли, в том числе и накиды, они у нас будут изнаночными петлями провязаны. Дойдем вот до планочки, и эту планочку мы провяжем лицевыми петлями. Сейчас я поменяю спицы на размер 3,5. Это у меня троечка. Дальше я буду вязать 3,5. Что касается дальнейшего вязания, значит, у нас идет реглан, и мы будем вязать высоту реглана 13,5 сантиметров. Таким образом, в лицевых рядах у нас будут прибавочки. Вот смотрите, вот это вот одна петля, значит, прибавочка, как я показывала, до регланной линии и после. Дальше вот у нас будет следующая прибавка до регланной линии, после. Опять вот здесь с двух сторон и здесь. То есть в каждом лицевом ряду у нас будут 8 прибавок. Вот здесь, здесь, здесь и здесь с двух сторон. Вязать мы будем на высоту 13,5 сантиметров, и кроме того еще будем делать отверстие для пуговиц. Вот смотрите, вот таким образом, точно так же. Так, будем примерно делать через 5 сантиметров. Когда мы будем делать вот эти вот отверстия, я остановлюсь, обязательно вам покажу. То есть сейчас дальше самостоятельно провязываем изнаночные лицевые ряды. Делаем прибавочки, и когда уже будем пуговицу, вот это вот отверстие для пуговицы делать, я тогда вам остановлюсь и покажу дальше. Провязываем дальше самостоятельно. Вот сейчас я провязала уже, смотрите, 16 рядов. Можно посчитать по вот этим вот рядам платочной вязки, которые у нас на планке. Дальше тоже внимательно, не забудьте. Так, ну и делаем следующим образом. Так, первую петельку мы провязываем лицевой, затем 2 первые петли две вот эти вот петли мы с вами провязываем за переднюю стенку вместе. Дальше делаем воздушную петлю, сначала одну, а затем другую, вот таким образом. И опять уже убавляем 2 вот эти вот следующие петли, но мы с вами уже за заднюю стеночку провязываем. И последняя, она у нас кромочная. Разворачиваем вязание на обратную сторону. Кромочную мы снимаем. Она у нас немножко запуталась, сейчас я ее поправлю. Так. Дальше у нас идет платочная вязка, да, то есть мы сейчас вяжем все петли лицевыми. Эту лицевую, следующую лицевую, еще одну лицевую, и у нас получается должны быть 6 петель вот этих, 2, 4, 6. Переснимаем маркер. Это у нас дальше идет изнаночный ряд, и мы вяжем уже изнаночными петлями.
Таким образом мы будем делать вот эти вот отверстия для пуговиц. Вот смотрите, вот это вот уже отверстие, оно уже вырисовывается. Так, вот так вот выглядит на данном этапе наше вязание. И вяжем дальше реглан на высоту 13,5 сантиметров. Хочу показать, что на данном этапе у меня закончился первый моточек 50 грамм. Сейчас я буду присоединять ниточку второго моточка. И длина регланной линии у меня получилась 11 сантиметров. Соединяю ниточки следующим образом. Вначале я расслою их примерно вот на половинку. Одну ниточку, вторую, так, соединяю вот эти вот одну половинку с одной нитки, вторую половинку с другой ниточки. Соединяю вместе и отрезаю, чтобы было отрезано одинаково. Ну, в любом месте примерно немножко так. И затем клеем буду соединять. Вот такой у меня клей есть. Очень хороший, такой крепкий. Беру вот зубочисткой немножко. Вот таким образом. Немножко, скажем, добавляю на нитку. Затем беру другую ниточку. Здесь у нас длинный кончик, значит, с другой нитки беру короткий. И соединяю. Вот таким образом. Клей очень хороший. Держится действительно очень крепко. Так. Теперь беру вторую ниточку. Одну короткую с одной стороны. А длинную с другой ниточки. И соединяю их вот таким образом. То есть для чего я это делаю? Разрезаю в разных местах. Для того, чтобы вот это вот, скажем, уплотнение небольшое было в одном месте, а затем в другом. И затем немножко вот так вот скрутить ниточки. И все. И когда мы будем сейчас вязать, вот этого места практически не будет видно. Ну, можно сказать, вообще его не будет видно. То есть клей, мне этот очень нравится. Он очень хороший, действительно очень крепкий. Самое главное, его не наносить не надо много, потому что будет тогда сильно такое какое-то уплотнение. Вот эту вот лишнюю ниточку можно, в принципе, обрезать ножничками. Так, вот таким образом. И оно держится очень хорошо. Итак, длина реглана у нас сейчас 13,5 сантиметров. То есть мы с вами провязали полностью реглан 13,5 сантиметров. Это у нас получается в петлях. Была вот такая вот у нас картина, количество петель в самом начале. А сейчас у нас получается вот так. То есть длина реглана, как я сказала, вот это вот у нас 13,5 сантиметров. Что касается спинки, 58 петель. Вот у нас спинка. Вот это вот спинка. У нас вот здесь 58 петель. На рукавах у нас уже по 50 петель. По одной регланной линии. Всего их 4 петли. Так. И 26 петель у нас на полочках. Вот эти вот 26 петель с одной стороны, с другой стороны. И 6 петель. Вот эти вот 6 петель у нас планка с одной и с другой стороны. Сейчас мы с вами провяжем
самом начале полочку первую. Затем петли рукава вот этого переснимем на отдельную ниточку. Перейдем на спинку. Провяжем азиатский росток поворотными рядами. 6 рядов. Этот рукав мы тоже переснимем на отдельную ниточку. И вот эти вот останутся петли еще полочки. После того, как мы вывяжем росток, вот здесь вот по спинке, удлиним спинку, мы с вами соединим тогда рукава вот таким образом соединим, полочки наши, и уже будем провязывать вниз наши изделия, а затем останутся уже рукава только. Значит, сейчас мы с вами вяжем первую полочку, доходим до рукава, первую кромочную мы снимаем, петли полочки мы провязываем лицевой петлей, шесть петель лицевых. Дальше идут у нас петли полочки. Вот эти вот 26 петель провязываем лицевыми петлями. Доходим до нашего рукава. У нас еще будет петля одна, вот это регланной линии. Эту петлю регланной линии мы оставим, перекинем. Маркеры нам уже не нужны. Мы эту петлю перекинем на полочку. То есть это пойдет у нас на полочку. Вот эта вот петля. То же самое и здесь. Вот эта вот петля одна пойдет к этой полочке. Мы дошли до рукава. И сейчас вот эти вот петли мы переснимем на отдельную ниточку. Так, вот это вот у нас иголочка с контрастной нитью. И переснимаем эти петли рукава. Их у нас всего 50. На отдельную ниточку. Вот таким образом. Полностью все петли сейчас на эту ниточку мы с вами перебрасываем. Что касается вот этой петли по спинке регланной линии, так мы их отведем на спинку. И сейчас можно вот эти вот петли рукава немножко, скажем так, связать, чтобы они не потерялись. Так. И сейчас провязываем петли спинки вот до рукава. Затем вот эти вот петли тоже переснимем на отдельную ниточку. Что касается спинки, мы сейчас с вами должны присоединить новую нить, потому что у нас вот эта ниточка остается на планке, вот на этой. Поэтому спинку, азиатский росток 6 рядов, мы с вами будем провязывать уже новой ниточкой. Я возьму с этого же самого моточка, она у меня шла с серединки ниточка, а эта ниточка будет идти сверху. Вот таким образом. Здесь немного рядов, поэтому аккуратно повытягиваю вот эту вот нитку. Буду провязывать и с этого моточка. Присоединяем ниточку. Так, вот эта вот петля, она у нас идет к спинке, как я сказала. Провязываем лицевой. Маркер уже убираем. Дальше вяжем полностью ряд этот лицевой. Так, первые петли мы с вами подтянем, чтобы они
не расхлябанные были. То есть накида у нас уже здесь нет. И провязываем так до конца ряда. Захватываем вот эту вот петлю регланной линии. Так, петля вот этой регланной линии, маркер убираем, захватываем ее. Так. И сейчас вот эти вот петли рукава тоже будем переснимать на отдельную ниточку. По спинке у нас уже 58 плюс 2 петли, получается 60 петель. 2 петли, которые вот эти вот регланные линии. Сейчас идут рукава 50 петель. Переснимаем их на контрастную нить. Эта вот петля идет уже к полочке. Так, пересчитайте, чтобы у вас на рукавах было 50 петель. На одном рукаве и на втором рукаве. И вот так вот выглядит сейчас у нас наше вязание. Так, вот у нас эти вот планочка вот это. Это у нас идет регланная линия, рукавчики, наша передняя часть. И по спинке. Вот так выглядит сейчас наше полотно. Так, сейчас мы с вами вяжем вот эту вот спинку. Так, первый ряд мы уже с вами провязали. Сейчас разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И провязываем изнаночный ряд. Вяжем вот сюда. Затем опять переходим на лицевую сторону. Опять на изнаночную. И так у нас должно быть 6 рядов. Первую петлю мы с вами будем снимать, не провязывать. Дальше у нас идет изнаночная. Подтягиваем немножко, особенно в самом начале, чтобы не были большие петли. И провязываем до конца ряда. Последнюю петлю мы с вами тоже будем провязывать. То есть вначале мы кромочную снимаем, а последнюю петельку будем провязывать. Как в изнаночных рядах, так и в лицевых точно так же. Так, 6 рядов я уже провязала вот этого азиатского ростка. И вот эту ниточку, которую мы вязали, ее нужно отрезать, потому что мы будем брать вот эту, которая у нас была с самого начала. Сейчас начинаем соединять. Вот у нас полочка. Вот это наша ниточка основная. Так, вот это вот у нас была отрезанная. Значит, нашу эту вот полочку мы начинаем, которую мы провязали, помните, вот до ростка. Так, мы соединяем сейчас со спинкой. Так, петли рукава у нас на отдельной ниточке у нас находятся. Сразу мы набираем 5 воздушных петель для подреза. То есть для того, чтобы было какое-то расстояние вот именно под мышкой. 5 воздушных петель. Вот таким образом. Как мы набирали петли для пуговиц. 1, 2, 3, 4, 5. Вот на спице у нас 5 воздушных петель. Берем нашу спинку. Вот это у нас получается азиатский росток. И начинаем соединять его. Здесь у нас ниточка, мы ее сильно подтягиваем. Вот я имею в виду вот это вот. Так, первую петельку мы держим вот эту вот нитку. И сильно затягиваем ее, чтобы не было здесь у нас никакой дырки. Дальше провязываем лицевые петли. Полностью вот этот ряд провязываем до этого
рукава. Так, доходим до рукава второго. Последнюю петлю мы провязываем. Дальше набираем также 5 воздушных петель. И соединяем нашу полочку. Ну, смотрите, аккуратно, вот таким образом. Так, у нас первая петля реглана, точнее шла к полочке, мы ее провязываем, снимаем маркер. Дальше провязываем лицевыми все петли вот этой полочки, в том числе и петли планки. На изнаночной стороне сейчас мы будем провязывать полностью изнаночный ряд. И вот эти вот петли подреза, которые мы с вами набирали, мы тоже будем провязывать изнаночными петлями. Полностью этот ряд провязываем изнаночными. Первую кромочную снимаем, как обычно. Дальше петли планки у нас идут лицевые. А затем изнаночный ряд. Доходим до подреза. Вот у нас подрез. Тоже аккуратненько провязываем петли подреза изнаночными петлями. Тесно. Стараемся тесно все это провязать. Так, это вторая петля. Дальше идет у нас третья петля, четвертая и пятая. И все. И дальше у нас идут все петли изнаночные тоже. Доходим потом до второго рукава. Так, вот этот вот. И тоже смотрим, чтобы он не перекрутился. И тоже провязываем его изнаночными петлями полностью. Так вот выглядит сейчас вязание наше. Смотрите, мы соединили петли подреза, вот сделали. Так, получается у нас вот таким образом выглядит. Это перед наш, это наша спинка. И сейчас мы будем с вами вязать дальше вниз наше полотно, сохраняя при этом петли планки. Они вяжутся у нас лицевыми петлями всегда. Будет отверстие для пуговицы, не забываем про отверстие для пуговиц, и будем вязать поворотными рядами. При этом рисунка у нас никакого не будет. Я считаю, что эта секционная пряжа, она довольно-таки очень привлекательная, поэтому достаточно, я думаю, вот этого секционного окрашивания. Так, вяжем в лицевых рядах лицевыми петлями, в изнаночных рядах изнаночными петлями, ну и петли планки, как я уже сказала, сохраняем. Так, вот я уже провязала от подрезов до низу 16 сантиметров. Так, ну и по размерам давайте немножко пройдемся быстренько, что у нас получилось. Так, вот у нас получается ширина 28 сантиметров, высоту от самой точки 30 сантиметров. Так, ну и длина регланной линии где-то 13-14 сантиметров. Так, сейчас пуговиц у нас сколько получилось? Вот смотрите, одно отверстие, второе, третье, четвертое, пятое и шестое. Так, сейчас будем переходить на резиночку 1 на 1. Возьмем спицы уже тройку, так, троечкой, и будем вязать
резиночку 1 на 1. При этом нашу планку мы с вами будем сохранять. У нас уже отверстия не будет. Это была последняя пуговичка наша. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 пуговиц. Так, вот так вот выглядит наше вязание на изнаночной стороне. Вот эти вот наши регланные линии тоже красиво смотрятся. Так. И по спинке. Если развернуть, на данном этапе вот у нас получается такая спинка. Так, и полочки. Кстати, вот этот вот маркер, который я повесила, это показчик того, скажем, что это закончился у меня второй моточек. То есть вот до этой длины у меня пошло ровно 2 мотка, то есть 100 грамм. Моточек по 50 грамм. До этого расстояния у меня вывязано ровно 2 мотка, то есть 100 грамм. Так, сейчас мы берем спицы номер 3. Так, у меня идет изнаночный ряд. Я сейчас его полностью еще провяжу. И в лицевом ряду начинаю формировать резиночку 1 на 1. Но планочки мы с вами будем сохранять. То есть лицевыми петлями будем с вами провязывать планки. Как с лицевой стороны, так и с изнаночной стороны. Довязала я уже резиночку. У меня в сантиметрах получается 3,5. Так. И в рядах это можно вот посчитать. Так, посчитать можно вот по этим вот, скажем, горизонтальным линиям. Вот первый ряд, второй, третий, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и это уже 12 ряд. Так, то есть провязано 12 рядов, 3,5 сантиметра. И сейчас будем закрывать петли. Петли будем закрывать обычным способом. Я фабричным способом закрывать не буду, потому что когда закроешь фабричным способом с помощью иглы, тогда, если придется распускать изделие, эту ниточку очень тяжело, то есть последний вот этот вот ряд очень тяжело распускать. Приходится эту ниточку просто обрывать и ножничками отрезать. Вот. Но здесь, поскольку это детское изделие, можно потом в каком-то там, скажем, когда уже ребенок подрастет, можно просто надвязать еще немножко вниз. Так. И рукава, кстати, в том числе. Мы сейчас тоже свяжем рукавчики, закроем также обычным способом. Фабричным я не буду закрывать. Вот. И когда ребенок вырастет, так, можно тоже вот удлинить, скажем, это ваше изделие, рукавчики по манжету и по низу изделия тоже. Так, сейчас будем убавлять, закрывать петли обычным способом. Первая петля у нас кромочная, мы ее снимем. Затем у нас идет лицевая, мы ее провязываем. А вот эту вот предыдущую набрасываем на следующую петлю. И дальше делаем точно так же. Лицевая, провязываем, набрасываем. И следующая лицевая, предыдущую набрасываем. И таким образом все петли мы закроем. То есть, скажем, все должно быть аккуратно. Смотрите по изделию. Так, вот оно видно, что оно хорошо стягивается. И можно дальше продолжать. Так, вот уже полностью я закрыла петли. Сейчас обрежу эту ниточку. Так, потом позаправляю все кончики. И сейчас мы приступаем к рукаву. Сейчас мы эти петельки переснимем на спицы. Итак, у нас по рукаву здесь 50 петель. Мы сейчас эту ниточку контрастную будем убирать. Берем спицы номер 3,5, которым мы вязали основное полотно. И вот эти вот петельки будем сейчас нанизывать на спицы, на спицу. Подхватываем аккуратненько каждую петельку вот таким образом.
контрастного цвета ниточка, она хорошо видна. И потихонечку вытягиваем. Так. Подхватываем. Хочу отметить то, что я взяла спицы на длинной леске. Здесь 40 сантиметров спицы. Конечно, они будут тоже большие. Поэтому здесь рукавчик можно вязать или чулочными спицами, или методом Magic Loop. Вот как я сейчас буду делать. Так, нанизываю петельки на леску. Леска у меня 80 сантиметров. И буду вязать методом Magic Loop. Если кто-то не умеет еще провязывать таким способом, на канале у меня есть отдельное видео. Можете перейти по ссылочке и посмотреть, как им пользоваться. Это очень удобный метод. Замена идет чулочным спицам. Если кто-то еще не умеет пользоваться, попробуйте, и вам, я думаю, тоже понравится, потому что когда я в свое время научилась этим пользоваться методом провязывать Magic Loop, я уже к чулочным спицам больше не возвращаюсь. Очень редко, когда действительно, ну, где-то там в конце, допустим, шапку вязать, и нужно самую макушку такую провязать, где совсем мало петель, и как бы не хочется уже брать длинную леску. Ну, это очень редко бывает такое. В основном я вяжу именно на круговых спицах методом Magic Loop. Вот я уже пересняла все 50 петель. Так, примерно на половине рукава я вытягиваю леску. Так, начинаю вязание вот именно с подреза. Присоединяем ниточку. Вот это у нас были петли подреза. Так, и мы сейчас будем их с вами набирать. Так, вот следующим образом, смотрите, эту ниточку мы спрячем. Берем нитку нашу рабочую. Спицу немножко вытянем. И вот эти вот у нас, смотрите, косички, как бы, да, но у нас идет 5 петель, так, то есть мы должны определить конкретно, где эти наши петли. Так, вот смотрите, вот это вот одна петля, вторая, третья, четвертая и пятая. Поэтому для того, чтобы красиво смотрелся подрез, мы возьмем посерединке, вот здесь вот, вот видите, и протянем ниточку, вытянем ее. Так, вот, вытягиваем. Следующая у нас будет вот здесь вот петля. Так, то есть смотрите, получается, что мы взяли как бы по центру вот этих петель. Оно будет красиво смотреться. Дальше третья петля, четвертая, и осталась еще одна. Вот мы здесь ее возьмем таким образом. Так, вот смотрите, вот это вот петли подреза, которые мы подняли, они будут красиво ровно смотреться. Так оно будет на изнаночной стороне. Дальше идет у нас вот эта половинка нашего рукава, и мы провязываем лицевой. Подтянем вот это место, чтобы оно было более тесное и соединялось. Дальше будем вязать все лицевые. Вот это вот место подтянули. Дальше вяжем лицевой ряд. Так, вот здесь вот, где у нас был росток по спинке, я сейчас остановлюсь и покажу, как мы будем дальше набирать дополнительные петли. Метод Magic Loop, вот я к слову покажу. Так вот провязываю эту петлю, которая у нас делит. Сейчас у нас уже половина вязания провязана. Так, разворачиваю на вторую половину вязания. Опять вот эту вот левую спицу затягиваю. Мы ее будем отсюда петельки провязывать. А эту спицу
мы вытягиваем. И у нас получается, смотрите, вот такая вот петля с одной стороны и с другой стороны. Magic Loop — это в переводе называется волшебная петля. То есть мы одну спицу вытянули, а вторую задвинули. И сейчас мы будем дальше вязать. Когда мы провяжем вот эту вот часть, сделаем то же самое. Так, провязываем сейчас все петли лицевые до ростка. Смотрим внимательно, чтобы они были все правильно повернуты. И, конечно, чтобы ниточки нигде не вылезли. Так, вот это вот последняя петелька. Идет у нас вот этот вот азиатский росток, который мы связали с вами 6 рядов. И отсюда будем тоже петли поднимать. Так, значит, опять вот эту вот спицу мы, леску точнее, вытягиваем. Разворачиваем немножко, чтобы удобнее было. И смотрите, вот у нас петли подреза, петли ростка, косички. Вот эти вот у нас есть косички. И мы их тоже будем сейчас за эти косички поднимать. Поднимем мы с вами 3 петли. Смотрим внимательно. Так, вот это вот одна петля, вторая и третья. И обязательно нужно тесно затянуть. То есть соединяем вот эта ниточка, которая была, и тесно соединяем, чтобы не было нигде дырочек. Вот у нас вторая двойная петля, то есть вот эти вот 2 косички. Мы цепляем ниточку и вытягиваем. И осталась у нас еще вот эта вот петля. Получается, у нас 3 петли мы с вами набрали. Было 6 рядов. За 3 кромочные мы с вами набрали петли. Сейчас мы с вами спицу эту вытягиваем, разворачиваем наше вязание на вот эту вот, на вторую сторону часть. И опять левую спицу мы затягиваем. Ниточку всю попрячем. Эту мы спицу вытягиваем. И дальше вяжем. Смотрите, следующий ряд мы с вами провяжем полностью лицевой. Полностью лицевой. И встретимся опять вот в этом месте. Единственное, первая петля, вот она у нас там, где ниточка, вы ее очень хорошо, сильно подтягиваете, чтобы при соединении так у нас не было нигде ни одной дырочки. Потому что потом будет дырка, если вы сейчас туго не затянете. Вторую провязываете и тут же опять стягиваете вот эту вот ниточку, которая была, держит вот эту вот петлю. И дальше вот пальчиками придерживаете и дальше вяжете. Вяжем полностью лицевыми первый ряд. Так, вот у нас осталась последняя петля. Мы сейчас ее провяжем лицевой. Дальше у нас будет второй ряд. И во втором ряду, смотрите, я сейчас вам покажу. Во втором ряду у нас будет убавка. Убавка будет, 2 убавочки будут. Так, вот у нас петли подреза. Мы сейчас сделаем 2 петли вместе, вот эти вот, и следующие. Первые 2 петельки мы с наклоном влево провяжем, а вторые 2 петельки с наклоном вправо. Вот таким образом. Ну, в самом начале немножко, скажем, не очень быстро, но потом, когда провяжется немножко больше рукав, будет быстрее. Так, вот у нас 2 первые петельки. Мы сейчас провязываем 2 петли вместе с наклоном влево.
Первую петлю мы снимаем, но у нас ниточка еще, видите, мы опять ее подтягиваем, придерживаем. Вторую петлю мы с вами провязываем и набрасываем вот эту вот петлю на следующую. Иначе говоря, это еще называется протяжка. То есть мы убавили с наклоном влево. Что касается следующей убавки, она у нас с наклоном вправо. За передние стеночки мы провязываем вместе лицевой. И у нас получается, смотрите, одна вот эта вот убавочка идет влево, смотрит, а вторая идет вправо. Так, вот эту вот часть мы подтянем. У нас потом ничего не будет видно. И все. И дальше вяжем опять все петли лицевыми. Так, следующий ряд мы также провяжем лицевыми петлями. То есть вот эти вот убавочки тоже мы провяжем полностью лицевыми петлями. И останется у нас еще одна убавочка. Вот тогда мы с вами и встретимся. Так, вот сейчас в этом ряду мы опять сделаем уже убавки. Последние. Там 2 раза мы убавили, да, 2 петли вместе. Две убавочки были. Так, и сейчас тоже 2 будут. Так, первую петлю мы снимаем, вторую провязываем. Это в начале ряда. Первую петлю мы сняли, вторую провязали лицевой и набрасываем предыдущую на следующую. Это у нас убавка влево. Сейчас у нас убавка вправо. 2 петли вместе за переднюю стеночку провязываем лицевой. Вот таким образом провязали. Дальше вяжем полностью ряд лицевыми петлями. И что касается вязания дальше рукава, у нас будут тоже все петли лицевые. Убавок у нас больше уже не будет. То есть у нас на спицах сейчас 54 петли. То есть было 58. Так. 2 раза мы убавили по 2 петли. Вот, поэтому у нас получилось здесь 54 петли. И это у нас будет уже весь рукав, который мы сейчас с вами будем дальше вязать полностью лицевыми петлями. Так. Вяжем дальше уже рукав самостоятельно. Так, я уже вот провязала рукав от подреза 16 сантиметров. И сейчас будем уже вязать манжет, но нужно сократить петли, чтобы немножко был у нас рукав поуже, сам манжет. У меня здесь 54 петли, поэтому оставляем на манжеты 40 петель, а 14 петель мы убавим. На одной стороне 7 петель и на другой 7 петель. Будем убавлять через 2 петли. Берем спицы в работу уже номер 3. Первые 2 петли мы с вами провязываем лицевой, а дальше за передние стенки провязываем 2 петли вместе. Вот это мы сократили. Дальше опять 1 лицевая, 2 лицевая и 2 петли вместе за передние стенки. Это уже 2 петля, которую мы убавили. Через 2 петли опять. Так. И опять сокращаем. 1, 2. Сократили. Опять сократили. 1. И смотрите, давайте пересчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. А у нас должно быть 20. Значит, сейчас мы эти петли провяжем вместе. Вот. Здесь у нас было 27 петель, стало 20. Точно так же делаем и на этой стороне. Убавляем петли
И сейчас уже будем вязать резиночку 1 на 1. Вот столько же рядов, сколько мы вязали по низу. Здесь у нас 12 рядов. Обычная резиночка 1 на 1. И высота 3,5 сантиметров получилась. И закрывать петли будем самым обычным способом. Точно так же, как мы делали и внизу. И на этом у нас рукавчик будет готов. Вот и рукавчик у нас уже один готов. Точно так же мы сейчас будем вывязывать второй рукав, аналогично вот этому. И тогда заправим уже все ниточки, пришьем пуговички, их у нас всего 6. И на этом у нас будет кофточка готова, детская, для девочки.